Добрый день, уважаемые коллеги по увлечению. Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я приготовил для вас кое-что интересное. Мы с вами собираем технику различную, военную, копийные модели. Это все прекрасно. Но мы прекрасно с вами знаем, что техника сама без людей не бывает и ничего не сделает. Поэтому сегодня мы начнем серию мастер-классов по миниатюре. Я думаю, что это вам будет очень интересно. Я миниатюрой сам занимаюсь уже достаточно давно. Какой-то опыт получил и с удовольствием им поделюсь. Я не буду сегодня на фигурах показывать конкретно какие-то приемы, потому что достаточно сложно сделать технически и навряд ли будет просто что-то видно на картинке. Я расскажу теорию, постараюсь сделать это максимально доходчиво. Я думаю, что все прекрасно все поймут, и это будет подспорьем для начинающих моделистов. Может быть, кто-то для себя что-то учитывает уже из опытных миниатюристов, возможно. Для начала начнем с инструмента нашего химии. Красить миниатюру можно, в принципе, любыми красками для моделей, любыми специализированными красками, всем чем угодно, к чему душа ваша лежит. Мелоцветной темперой, акрилами, маслом, комбинировать эти вещи. Есть авторы, которые там пользуются определенными техниками, они все, в принципе, тоже известны. Значит, что для себя выбрал я? Я работаю исключительно красками Валеха, Model Color серии, Model Color, Game Color, главное Валеха. И, соответственно, их производными. Их производные это что? Это Андре, это в принципе то же самое. То есть вот у меня такой наборчик с собой есть интересных оттенков. Это классический андреевский набор. Вот они выглядят вот так вот в баночке. Таким вот образом. Это то же самое абсолютно. Плюс работаю маслом. Сейчас у меня вот такой вот тюбик мастер-класса нашего китайского. Я объясню, какое масло чем отличается, потом как его можно использовать тоже, это, скорее всего, в последующих видео. Кисти. По поводу кистей. В принципе, все, что нужно, на мой взгляд, миниатюры, мне кажется, что лучше все-таки прощать себе жизнь и обрастать только нужным инструментом. Это, соответственно, кисти двух типов: белка-колонок натуральные. По разрядности нулевка для тонких деталей, обязательно двоечку, обязательно четверочку, пятерочку. Белка используется, поскольку у нее ворс мягкий, она используется для заполнения общих фонов. Если вам нужно что-то большое покрасить сразу, то есть там на фигуре, часть униформы целиком, прочее. Тонкие кисти предпочтительно иметь колонок, поскольку волос колонка тверже и лучше контролирует краску непосредственно на вашей фигуре, на вашей миниатюре. Она используется уже для тонких деталей, проработки и всего прочего. Опять-таки, вот питерский Рублев, может быть, он не питерский, в основном я видел у нас в Санкт-Петербурге, очень хорошие кисти, можно любые другие на ваше усмотрение, не реклама. Далее. Непосредственно сама миниатюра, понятно, что выбираете под свой вкус, под свой цвет. Очень нравится информация и все прочее. Далее, пока это палитра. Палитра можно использовать художественный, можно использовать любой пластиковый кусочек, какой вам нравится. Я обычно использую старый, компакт-дисков, которые у меня накопились в большом количестве. Главное, чтобы это была ровная поверхность, не впитывающая, может быть, с какой-то ямкой. Тут нужно отметить, что если вы используете художественные палитры пластиковые, представляете, что это такое, да, лучше покрывать их слоем фольги перед тем, как используете. Иначе рискуете просто, что у вас сразу краска пристанет к поверхности, и палитра будет просто испорчена, и тяжело будет пользоваться в дальнейшем. Обязательно ставьте с собой рядом всегда дистиллированную воду либо растворитель, который вы используете. Я с Валеха работаю водой, чистая должна быть всегда здесь можно намыть кисточкой, разбавить краску и все прочее. И обязательно вам понадобится кусочек салфетки, туалетной бумаги, чего угодно, который вы можете
снять лишнюю краску. Отсюда, соответственно, первый такой маленький лайфхак, да, первое правило. Не набирайте очень много краски на кисточку, она у вас потечет по миниатюре и, соответственно, ее скоро испортит. Аккуратно набирайте с палитры на кончик кисти, лишь излишек удаляете у салфетку и, соответственно, уже наносите на миниатюру. Вот, в принципе, такие базовые такие вещи, которые нам понадобятся для миниатюры. Опять же, почему я выбрал краску именно Валеха и краски на их основе, с родственной с ним. Ими очень легко делать так называемую дрессировочную роспись. Дрессировки — понятие из художественный термин. И, соответственно, что это такое? Это когда вы высветляете либо затеняете свои детали на фигуре, складки одежды и прочее при помощи таких хорошо разбавленных тонких слоев большого количества. Темнее, 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 светлее, светлее, светлее. А многие используют и тени, и высветление. Возможно, это естественно, имеет право на жизнь, но я предпочитаю работать от темного к свету. Соответственно, нижние тона у нас всегда темнее, светлые у нас тона всегда светлее. Потом, когда я буду объяснять вам подробно про дрессировку, я все это расскажу. Сегодня же, чтобы помимо просто той болтовни было что-то какое-то дело, да, я вам объясню принципы покраски лица, то, что всегда является наибольшей сложностью на моделистов. На миниатюре это потом вы видите просто в картинке, результат получившийся. Технически получается, это совершенно сложный процесс. Я вам объясню на пальцах на примере вот такого листочка. Значит, вот наше лицо фигуры. Масштаб абсолютно не имеет никакого значения. 54 мм, 35 масштаб, 75 большие бюсты, это все принципиально то же самое. Пугаться мелких вещей не надо. В принципе, все это достаточно удобно сработать со всех, не страшно. Даже 72 масштаб. Значит, какие основные принципы? Я выбрал для себя уже путем опытных каких-то вещей следующую последовательность действий. Сначала вот этот контур лица мы заполняем интересным цветом. Дрессировку мы сейчас трогать не будем, просто обычный интересный цвет. А далее при помощи черной краски, либо темной любой другой, которой вы хотите обозначить волосы, мы обозначаем линию бровей. Если это достаточно крупный масштаб, верхнюю линию ресниц. Тут важно понять, что от вас никто сразу не требует какой-то гипераккуратности. Если вы залезаете на поверхность, можете смело залезать в интересную поверхность, ничего страшного в этом нет. Сейчас объясню почему. Когда мы сделали вот эти вещи, мы прорисовываем белки глаз белым цветом. Если у вас пошла сюда краска или еще что-то, вы цемазанули, ничего страшного. После каждой операции мы берем свой интересный цвет, у нас здесь же на палитре размешан, и аккуратно задели, почищаем, задели, почищаем. Сделали толстое, делаем тоньше. То есть никто не запрещает вам использовать интересную краску как снизу, так и сверху, уже после покрашенных деталей. Соответственно, мы рисуем белки, главное попасть в верхний край, нижний нас не интересует, аккуратно подведем. И на белках мы рисуем круглые зрачки темным цветом. Любым это не принципиально, не будет на маленькой миниатюре заметно. Можно голубым, можно по каким нам нравится. И здесь есть один принципиально важный момент. Тонкой кисточкой, либо тонким каким-то иголочкой, пером, чем вам будет удобно, мы берем белую краску и уже на готовых зрачках делаем точку здесь, точку здесь. Они должны быть симметричны. Что это дает? Когда у вас просто черные кружочки, радужки, цвет фигуры получается бессмысленно. Он в никуда, пустой, интересный. Эти точки, они как бы обозначают блики света, но также они делают осмысленный взгляд. Если вы сместите их к правому краю, будет казаться, что фигура, ваша миниатюра, смотрит вправо. Если влево, будет влево. Вверх, вниз, все то же самое. Лучше все-таки это делать немножко кверху и немножко в одну сторону. Тогда это будет
более осмысленный взгляд. Это очень банальный, но очень важный момент, который помогает сделать миниатюру лучше и интереснее. Далее все зависит только от вашей аккуратности. Главное помнить, что если вы куда-то что-то намазали, пугаться не надо, перекрашивать все не надо, помывать не надо, вы аккуратно берете телесный цвет и все это аккуратно подводите. Сейчас я продемонстрирую вам обязательно фигуру крупным планом, чтобы вы понимали уже непосредственно, как это выглядит потом на лице. То есть на дрессировку, на тени и прочее внимание обращать не надо, только само лицо. Фигурка 54 мм, вот видите размер, соответственно, приманочка. Сегодня смотрели основные теоретические моменты при работе с фигурами. Понятно, что это в двух словах такой огромный пласт сегодня обозреть, видео будет продолжаться, более конкретные. Но пока это самое начало. Если вы попробуете то, что я сказал, потренируйтесь, я думаю, что у вас сразу будет уровень, у кого-то, кто это еще не умеет, кто только начинает заниматься фигурами. И, может быть, что-то будет удобно и использовать подобное, и уже видео будет расти серьезно. Не стесняйтесь задавать свои вопросы под видео в нашем форуме, пожалуйста. Обязательно на все отвечу, стараюсь все объяснить как-то. В будущем, может быть, подскажете как-то более доходчиво мне объяснить, что вам интересно еще увидеть. Благодарю за внимание, увидимся на нашем канале.